Итак, мы в прошлый раз говорили о балках с консолью, и надеюсь, что мы это все уже усвоили. Балка с консолью — это самый простой вариант для того, чтобы начать строить эпюры. Мы только что говорили, что мы строим эпюры не просто так, а мы строим их для того, чтобы рассчитать балку. Что значит рассчитать балку? У балки есть два вопроса, которыми мы можем задаться. Первое — это прочность, то есть когда мы поставили груз на балку, балка должна выдержать. А второе — это жесткость, то есть после того, как мы приложили нагрузку к нашей балке, она должна прогнуться не так сильно, как может, а так сильно, как мы ей это задали. То есть вот мы можем ограничить вот это перемещение, и это будет называться расчет на жесткость. Расчет на прочность мы только что сказали, вот она выдерживает, она не поломалась, она не упала, с ней не произошло ничего, никаких крушений, она прочная, но при этом жесткость этой балки недостаточная. По этой причине мы должны рассчитать и на прочность, и на жесткость, а начнем мы с прочности. Так вот, когда мы рассчитываем на прочность, мы используем условия прочности при изгибе. И оно гласит следующее, что максимальное нормальное напряжение в балке, которую мы только что рассматривали на двух опорах в данном случае, должно быть равно Mmax, вернее, оно будет равно M максимум разделить на WZ, меньше либо равно, чем допустимое напряжение. Значит, WZ — это геометрический показатель или геометрическая характеристика сечения. Например, двутавр, круглое бревно там, или прямоугольное коробчатое какое-то сечение балки. Все это связано с геометрической характеристикой WZ, которую мы называем, называется момент сопротивления. То есть есть изгибающий момент, а есть момент сопротивления. И вот этот момент сопротивления для нас важен. Мы его будем определять для балки, которую будем рассчитывать. Значит, допустимое напряжение — это величина, которая задается для материала. Например, нам сказано, что должна быть стальная. Тогда мы допустимое напряжение берем 200 мегапаскалей. Например, обычный стандартный провод берем, то 200 мегапаскалей в среднем, да, мы берем допустимое напряжение. То есть это характеристика материала. Это геометрическая характеристика, которую нам нужно получить, чтобы прочность соблюдалась. А эта величина, которая на балке может меняться, в зависимости от положения, а нам нужно найти самое большое значение. То есть нам нужно фактически из эпюры получить максимальный изгибающий момент. И вот для этой цели мы строим эпюры, потому что эпюра — это график изменений поперечной силы или изгибающего момента, который и то мы строим. Но интересовать нас будет максимальный момент, но без поперечной силы иногда мы не можем обойтись. Мы подробнее будем говорить, когда будем рассматривать экстремум. Балка на двух опорах. Я только что ставил и показывал, что это вот объект, который лежит, на него сверху прикладывается нагрузка, вот вам балка на двух опорах. Мы рисуем схематически опору раз, опору 2, но мы должны помнить, что это вот конструкция, называется статический шарнирно-неподвижная опора. У нее две опорных реакции. И я говорил, что это вот если взять два тела, одно будет стена, например, а второе дверь, то поворот от двери относительно стены разрешается. Вот если самый простой бытовой пример, это петля дверная. Да? Вот дверь поворачивается свободно, и вот это и есть шарнирно-неподвижная опора. По вертикали перемещение запрещено, по горизонтали перемещение запрещено, позволяется только поворот. Вот это и есть шарнирно, это и есть наша шарнирно-неподвижная опора.
просто проверил, все ли транслируется так, как бы я хотел. Следующее это шарнирно-подвижная опора. Это неподвижная, это подвижная. Рисуется просто один стержень, одна связь. Здесь их две, да, связи, а здесь одна. Это бывает вертикальный, горизонтальный, но подразумевается следующее, что есть вертикальная или горизонтальная реакция. Здесь мы держим, или здесь мы держим. А по горизонтали или по вертикали это перемещение разрешено. То есть это, ну, еще иногда рисуют вот так. Раз, это цельная конструкция, это вот два катка. То есть вот эта штука может по горизонтали ездить влево-вправо свободно. Но, как вы видели только что, еще раз повторю, да, когда балка лежит в двух опорах и к ней не приложено горизонтальных усилий, то она только вертикальная, да, на изгиб, то, в общем, в данном случае нас не будет интересовать горизонтальная связь, потому что равна нулю. Нету горизонтальной силы, значит сумма проекции на горизонтальную ось равна нулю, значит раз нету силы действия, то нету силы противодействия. Это по закону нашего знаменитого Ньютона. И теперь дальше. Мы берем сначала балку, к которой приложена сила, балка лежит на двух опорах, и я взял расстояние А и Б специально для того, чтобы потом, когда у вас появится похожая балка, вы смогли поставить значение А и Б ваши и силу, которая у вас есть, и тогда вы сможете рассчитать ту схему, которая у вас задана, а мы будем это делать в букве. Дальше. Нам для того, чтобы строить фигуру изгибающих моментов, нужно взглянуть внутрь нашего сечения. Потому что на самом деле m от x и q от x, мы в прошлый раз писали, это внутренние усилия. Они возникают вот здесь. Поправил знаков поперечных. Да. Значит, они возникают вот здесь. Это должна быть реакция РА. Если мы ее не знаем, то мы не сможем определить внутренние усилия. Поэтому нам нужно начать с того, что найти РА и РБ. То есть мы сейчас будем определять опорные реакции. Проще всего или правильнее всего при определять опорные реакции, взяв сумму моментов относительно начала одной точки, потом относительно другой, суммой проекций на вертикальную ось сделать проверку. Потому что если вдруг где-то что-то ошиблись, проверка нам это покажет. Потому что следующий этап, расчет балки, построение выпюр, это длительная процедура, и если потом что-то в выпюр не сошлось, будет длительно возвращаться назад и все пересчитывать. Лучше проверку сделать на этапе определения опорных реакций вовремя. Итак, сумма моментов относительно точки А. Что такое сумма вообще моментов проекции сил? Ну, вот мы только что говорили, что сила действия равна силе противодействия. То есть, если я толкаю снизу, то сверху должна быть точно такая же сила, если тело находится в равновесии и никуда не двигается. И то, что мы сказали, что сила толкает вверх или вниз, это называется поступательное движение, линейное, да? Точно так же будет с горизонтальным перемещением. Толкают влево, толкают вправо, а чтобы тело находилось в равновесии, сумма должна равняться нулю. Слева, справа. Сумма это не поступательное движение, как было у сил, да, а вращательное движение. Момент это такая штука, которая заставляет тело вращаться относительно точки. Значит, сумма вращений в одну и в другую должна дать нам 0. И вот мы себе фиксируем. То есть, смотрите, когда мы нарисовали реакцию РА и РБ, мы фактически про вот это можем забыть. Потому что мы напишем, что сумма моментов относительно точки А равняется нулю. Потом мы напишем, что сумма моментов относительно точки Б равняется нулю. И это то же самое, что мы нарисовали опоры. То есть вот мы нарисовали РА и условие сумма моментов, сумма проекции на оси равна нулю. Это будет идентично
равно, что мы силы приложим, что мы поставим две опоры. Главное, что эти точки не перемещаются. Это и есть опора. Она не позволяет перемещаться. Не позволяет перемещаться. А какая у нее конструкция, мы сейчас об этом просто не думаем. Дальше. Мы держим в точке А, берем сумму моментов относительно точки А, и смотрим на любое усилие, которое вокруг этой точки создает вращение. Вот если я держу точку А, давлю на F, вращение происходит. Если я давлю на РБ, а держу в точке А, вращение происходит. А если я буду давить в точке А, плечо 0. И вращение вот, относительно этой точки не происходит. Ну или еще говорят, момент это сила умноженная на плечо, РБ на плечо А плюс Б. А F на плечо А. Это относительно точки А. Сила умноженная на плечо. А если взять, например, А, плечо сил до точки А расстояние нулю. А это значит, что вот это 0. Просто его не записывают в это уравнение. Дальше. Принято вращение против часовой стрелки. Это у нас брать со знаком плюс. А вращение по часовой стрелке брать со знаком минус. Причем, что интересно, все время мне было интересно, откуда плюс-минус часовая стрелка. Ну и оказалось, что, в общем, это больше связано с коррекцией, которая на самом деле очень интересную создает. Например, когда мы берем воду и сливаем из большой емкости через воронок или через другое устройство в тонкое отверстие, да, вода начинает закручиваться. И вот в нашем полушарии, в северном, вода закручивается против часовой стрелки. А в южном полушарии по часовой стрелке, так вот против часовой стрелки поэтому у нас появляется плюс. Это одна из теорий возникновения почему. Когда переправляются через там меняется направление. И это считается признаком в одном полушарии против часовой стрелки, в другое полушарие через переехали, там уже в другую сторону вращения. Так определяют экватор. Не участвовал я в вращении экватора, но говорят, что на корабле это вот один из аттракционов развлечений. Но поехали дальше. Значит, РБ мы из этого уравнения. То есть наше РБ будет равняться, перенесли вправо f умножить на А и разделили на вот этот коэффициент А плюс Б. Можно еще написать да? Взять А плюс Б. И таким образом мы получили РБ. Тут его сразу напишем, чтобы не потерялось оно у нас. И осталось здесь, значит, f умножить на А разделить на А плюс Б. И на самом деле обозначение, ух ты, не там, да? Потому что это РБ. F умножить на А разделить на А плюс Б. Так, возьму строчки. Дальше. Сумма относительно точки Б. Это будет у нас РА на плечо А плюс Б. Отсюда до сюда у нас А плюс Б. РА на плечо А плюс Б. И F умножить на плечо B. Расстояние от F до RB. F умножить на B. И равняется нулю. Дальше точно так же мы в точке B зафиксировали и давим на наши силы. RA по часовой стрелке минус, против часовой плюс здесь. Получили мы наше уравнение. Отсюда мы получаем RA равняется. F на B перенесли вправо. И разделить на А плюс Б.
Получилось, в принципе, очень похоже. Но коэффициенты А и Б, именно они отличают РА и РБ. Тут я напишу, значит, умножить на B разделить на А плюс Б. После того, как мы нашли опорные реакции, в принципе, нам это не надо, но теперь опять же вернуться в детство и вспомнить. Значит, если груз переносить на палки, всем одинаково тяжело и слева и справа, когда груз находится посередине. Тяжелее тому, кому груз переместится ближе. И тут вот как раз только что это доказали. Смотрите, РБ становится меньше, потому что А меньше. А РА становится больше, потому что плечо Б большое. Вот так мы нашу интуицию превращаем в формулу. И так доказываем математически, что наша интуиция не подводит. И последнее, что всегда делаем, это проверка. Напишу зеленым, потому что должна сойтись. Проверка. Проверка — это сумма проекций на вертикальную ось. Мы должны все силы, которые действуют сверху вниз и снизу вверх, вертикальные, сложить. Должны получить 0. И вот смотрите, я беру здесь F на А, вот это, да, разделить на А плюс Б, плюс F умножить на B, разделить на А плюс Б, минус F равняется 0. Все силы, которые вверх направлены, я взял со знаком плюс здесь. А все силы, которые направлены вниз, я взял со знаком минус. На самом деле вот эти вот знаки плюс и минус нужны для того, чтобы в математике не писать в одну сторону плюс, в другую минус. Вот просто так принято. Плюс и минус сам по себе обозначает, что в противоположную сторону. Ну и если мы вот этот коэффициент попытаемся посчитать, мы вынесли f в скобки, и в скобках у нас поставится А плюс Б плюс Б, А плюс Б. Знаменатели одинаковые, то есть мы можем это записать под одним знаменателем, а между А и Б поставить знак плюс. А это А плюс Б разделить на А плюс Б, это и есть единица. То есть f с плюсом здесь, f с плюсом, с f минусом дает нам 0. Это значит, что проверка у нас сошлась. Если бы не одинаковые значения были, то мы получили бы не 0. Это бы нам говорило о том, что мы сделали не так в расчете опорных реакций. Поехали дальше. Опорные реакции мы нашли. Теперь нужно построить эпюры. В общем, это уже нарисовано. Единственное, что я вместо РА здесь напишу, F умножить на B разделить на А плюс B. Так будет нам удобно. А вот это я не буду изображать. Мы говорили, что там они есть, эти внутренние усилия, но они нам будут лишними для того, чтобы строить эпюры, они не очень нужны. Понадобится нам в строительной механике, когда мы будем по эпюре М строить эпюру Q, но сейчас это лишняя информация. На расстоянии X мы сделали сечение. Очень важно понимать, что вот это расстояние X, F умножить на X, это будет плечо. Мы будем брать момент относительно этой точки. X изменяется от 0 до, смотрим, отсюда до сюда. У нас участок. Почему я так показываю? Да потому что я возьму, как мне определить, где сечение делать. Вот так. Как только что-то в балке появилось новое, изменилось, я здесь должен сделать сечение. Дальше я веду, снова появилось что-то новое, что-то поменялось в самой балке. Здесь должно быть еще одно сечение. То есть вот сечение номер 1 мы изобразили, а сечение номер 2 мы покажем
И получается, что у нас изменяется от этой точки до этой точки, потому что в этой точке новое сечение. И поэтому x изменяется от 0 до а, мы пишем. X изменяется от 0 до а. Вот сюда мы должны пройти вот этот участок так. Вот наша сила. Мы должны в Q от x написать все поперечные силы по нашей сечению. Причем правила знаков для поперечных сил мы уже выучили. Все силы, когда мы идем слева направо, все силы снизу вверх плюс. Когда мы идем справа налево, все силы сверху вниз плюс. Вот просто. Это сечение, а это силы. Справа идем, слева идем. И все. Вот такой вот подход. Слева идем вот эти силы плюс, справа идем вот эти силы плюс. И все. Q от x. Вверху плюс, внизу минус, m от x наоборот. Минус, плюс. Это мы себе помечаем, чтобы не забыть и вспомнить, когда придет время. От x поперечные силы, попавшие из сечения нашего вот этого отрезка, который мы сделали. Вот эта сила. Эта сила вообще, на самом деле, вы же понимаете, что здесь метр и здесь метр, они сократятся. Если вы возьмете, допустим, по 1 метру, то тут все получится просто 1/2. То есть, если А и Б метр, то тут получится 1/2. То есть F пополам. Заданная сила 10 килоньютонов, F пополам 5 килоньютонов. И РБ будет точно такая же. То есть это сила вообще, это сила. И единица измерения у него силы килоньютон. Ну и вот мы получаем поперечную силу F умножить на B разделить на А плюс B. Какой бы x мы ни взяли, значение силы всегда будет такое. Правило знаков говорит нам, что сила поперечная будет плюс в данном случае. Здесь мы напишем x1, чтобы не путать их с другим x, который мы еще не рассматриваем. M от x1. Вот мы теперь должны взять силу, то есть вот это, F умножить на B разделить на А плюс B. И умножить на плечо до точки, в которой мы провели сечение. Вот до этой точки мы должны от этой силы взять плечо. Это плечо у нас хорошо нам всегда известно. Оно равно x. X это величина переменная. Она на и нулю, а в разных точках будет два значения. Поэтому мы здесь, допустим, Q от x1 равное нулю будет на b разделить на a плюс b. И Q от x1 равное a. То же самое значение. Поэтому мы здесь сразу пишем, вот так рисуем и пишем f умножить на b разделить на a плюс b. Здесь поставили знак плюс и перпендикуляры к оси. Вот эту величину нужно посчитать. Нужно посчитать при x1 равном нулю. Вместо x1 мы подставляем сюда 0. 0 умножим на число, получим 0. И m от x1 равный a. Получаем f умножить на b умножить на a и разделить на a плюс b. Эта величина 0 и f умножить на b умножить на a разделить на a плюс b. Нужно на графике их отобразить. Мы сказали, что x изменяется от 0 до a. Начало здесь, конец участка здесь. И теперь x1 равен 0, 0. x1 равен a. Вот это значение. f умножить на b умножить на a разделить на a плюс b. И две точки соединяем прямой линией. Раз. Плюс у меня значение, поэтому я и откладываю вниз. А почему? Были бы мы в аудитории, вы бы спросили, а так, конечно, вы не спросили, а я сейчас вам отвечу. А вот дело в том, что балка, которая сгибается вот так, это с положительный изгибающий момент. А балка, которая сгибается вот так, это отрицательный изгибающий момент. Так вот, балка, которая, если теперь нарисовать,
то у нас хорошо видно, вот это положительный смайлик, это отрицательный смайлик, грустный и веселый. Так положительный у нас плюс, а отрицательный у нас минус. И вот данная балка, смотрим, держим в этой точке, давим на силу. Балка изгибается вот. Значит, она изгибается, если провести сечение, вот это ее часть. Плюс, поэтому мы здесь даем плюс и рисуем, и здесь тоже у нас плюс, по этой причине. И нарисовали перпендикуляры. Дальше все просто, мы берем противоположную сторону и делаем с противоположной стороны. Вот у нас тут был x1, а x2 мы делаем с этой стороны. Тем, кто не верит, могут сделать x3 потом вот с этой стороны и пройти отсюда. А мы так делать не будем, потому что так просто, как сейчас. Почему? Потому что если я вот с этой стороны вот так, у меня будет, во-первых, раз и два участка как бы. Во-вторых, у меня будет одна сила и будет вторая сила, их будет две. Если я пойду с вот этой стороны, вот так я закрою и пойду с этой стороны, у меня будет одна лишь сила и один участок. Поэтому я сделаю так, как проще. А для проверки, конечно, вы можете попробовать сделать не так. Итак, нарисуем этот кусочек, как и прежде, отдельно. Вот наша, я уже не пишу, я пишу f умножить на a, разделить на a плюс b. Это сила, мы уже говорили об этом. Это сила, только другая. x2 изменяется тоже от 0 до b. x2 это вторая, другая ось, которая начало координат берет здесь и заканчивается вот здесь. Участок мы проходим отсюда до сюда, мы прошли весь участок. Сечение мы сделали два, но рассматривать мы их можем с разных сторон. Как нам удобнее, так мы и делаем. Вот такая особенность. Прийти мы пришли в эту точку, ну сейчас вот мы придем. Мы придем в одну и ту же точку, бесконечно близко слева и бесконечно близко справа. И как раз вот тут мы проверим, сошлись ли эпюры, то, что нам и важно. Мы просто потом поговорим о том, что значит сошлись эпюры. Итак, поперечные силы, которые попали в это сечение, мы записываем Q от x2. Смотрим, силы сверху вниз будут плюс, а у нас сила снизу вверх, поэтому минус. Дальше вот эту силу записываем как поперечную, на А разделить на А плюс Б. В результате получили ответ, к чему же будет равняться поперечная сила на всем этом участке. Она будет постоянная, икса здесь нет, поэтому она будет постоянная. Она будет меньше, чем предыдущая, поэтому чуть-чуть откладываю меньше. Пишу здесь минус f умножить на а разделить на а плюс b. Здесь ставлю знак минус и перпендикуляр к оси изображаю. Вот все, что нужно этой балке изобразить. Дальше. m от x2. Я беру эту силу. Несмотря на то, что здесь знак минус, я смотрю на моменты правила знаков, потому что у моментов у меня самое главное, то, что мне важно разобрать. Вот, поэтому силу я записал. Теперь я беру еще у этой силы. Расстояние до вот этой точки мы всегда берем, до точки, в которой провели сечение. Берем расстояние от всех сил, которые попали в сечение. В данном случае только одна. Вот эта сила на плечо x2. Мы записали второе уравнение. Ну и мы видим, что при x2 равном нулю мы получаем 0. Вместо x2 поставили 0, получили 0. И m от x2 равный b. Мы получаем f умножить на a умножить на b разделить на a плюс b. Знаком плюс. Это точно такое же значение, как и здесь. Мы же можем переставить f умножить на a умножить на b и f умножить на b умножить на a, это одно и то же значение. Соединяем
эту точку 0, потому что x2, мы говорили, начиная от координаты здесь и заканчивает здесь. То есть x2 равен 0 вот здесь. x2 равен L, ну, в смысле b, мы учили f умножить на a умножить на b разделить на a плюс b. Соединили две точки, тут дальше закончили перпендикулярной к оси. И вот мы закончили построение эпюры для балки на двух опорах, у которой максимальный момент легко определяется. F умножить на a умножить на b и разделить на L. Первое, что должно быть нами проверено, что на эпюре моментов, вот на этой эпюре, не с нуля начинается и не в ноль приходит, или не совпадают точки, как здесь, здесь и здесь совпали, только там, где есть сосредоточенный момент. Короче, если сосредоточенного момента нет, то вот эти точки должны из нуля исходить, а вот эта точка на эпюре должна совпасть. Вот эпюры должны совпасть. Бывает, что за счет округления там есть небольшое несоответствие, но мы всегда их сводим в одну точку. Если несоответствие большое, это означает, что реакции, скорее всего, были неправильно найдены. И если эти точки не совпали, то это значит, что опорные реакции неправильно найдены. Не что-то там сверхъестественное произошло. Или схема задачи была такая какая-то необычная. Нет, точки не совпали, значит ошибка в опорных реакциях. Второе. На эпюре поперечных сил, вот это называется скачок. И здесь вот две точки, да? Точки не совпали. И если точки не совпали, то значит здесь должна быть такая поперечная сила, равная вот этой величине. Отсюда до сюда должно быть ровно вот это значение. Раз есть сосредоточенная сила, то значит есть вот это значение. Это вторая проверка правильности построения и определения опорных реакций. Потому что вот здесь вот это значение должно быть. Вот этот скачок должен равняться вот этот скачок должен равняться вот этой силе. Так, да? На эпюре поперечных сил скачок есть только там, где приложена сосредоточенная сила, и на величину этой сосредоточенной силы. Вот тут эта сила, вот здесь эта сила, вот здесь эта сила. Все, раз мы получили то, что мы проверили правильно, все хорошо, значит мы достигли успеха. Максимум равняется вот этому значению. Подбор сечения балки происходить по вот этому значению. С балкой на двух опорах с приложенной силой мы разобрались. Если мы возьмем А и Б равные L пополам, вот, например, возьмем А и Б равные L пополам, напишу специально красным, L пополам и L пополам, то здесь у нас получится FL на 4. Тоже величина, которой мы будем постоянно пользоваться в своих расчетах. Балка на двух опорах, сила посередине. Быстренько получить момент нам будет очень нужно, очень важно. Ну и не то, чтобы ее это доучить, но пользоваться мы будем этим все время. Следующая задача. Балка на двух опорах с приложенным моментом на краю. С приложенным моментом на краю балки. Балка номер 1, шарнирно-неподвижная, шарнирно-подвижная. Можно менять их местами, это не принципиально. И момент М. Длина балки L. Построить эпюры. Для чего? Для того, чтобы определить, где будет максимальный момент. И чтобы подобрать сечение, естественно. Начинаем мы балки в двух опорах всегда с определения опорных реакций, потому что мы их вот тут не знаем ни одну, ни вторую. РА, РБ. Что мы делаем? Да, я еще раз напомню, откуда может появиться вот этот момент. Если силу мы еще можем себе представить, что это такое сосредоточенная сила. Ну, например, к балке, которую мы рисовали,
взяли, вот груз привязали, да, и вот просто, чтобы не рассчитывать вот эту всю штуку, нам сказали, вот тут у вас сила примерно, а вот это все не ваше дело, считает кто-то другой. Трос подбирает, крепление груза подбирает, ваша задача посчитать только балку. И тогда просто рисуют силу. А допустим, у вас нарисовали момент, вот откуда появится? Момент может появиться только в таком вот случае, условно, вот если сила будет одна направлена сюда, другая направлена сюда, и здесь будет, например, h пополам, а это f, то вот это и есть момент. Момент, который прикладывается прямо вот в этой точке. Он будет сосредоточенный. Реально сосредоточенные моменты, ну, только во вращающих механизмах можно увидеть. И тогда они вот, например, хорошо представляются. А в рамах, вот в таких, вот, например, рама, да, вот здесь будет сосредоточенный момент. И тогда нам этот кусочек нужно будет рассчитывать сосредоточенного момента. Этот, конечно, отсек. Вот. Поэтому, чтобы мы научились строить эпюры сосредоточенного момента, нам его просто изображают как момент. Откуда он появился, я только что показал. Значит, надо найти опорные реакции. Делаем так же, как и раньше. Представляем себе, что RA, вот это RB, а вот это момент. Записываем сумму моментов относительно точки. RA пересекает точку, момент равен 0 от RA. Плечо 0, RA на 0, это слагаемое 0. RB на L, расстояние от RB до точки А, L, а момент плечо не умножаем. Причем смотрим и то против часовой стрелки, поэтому здесь поставили 0. Плюс. И дальше поставили равно 0. И отсюда мы видим, что RB получилось равно M разделить на L со знаком минус. Как быть, когда мы получили знак минус в опорной реакции? Можно написать здесь. RB равняется минус M на L. И потом каждый раз, когда мы будем делать сечение, а это же у нас здесь простая балка, тут сечение одно, а если мы возьмем балку, в которой много участков, то нам каждый раз придется вспоминать, чтобы не забыть вот этот минус. Можем его потерять. Есть второй вариант, который, ну, проистекает из физики, да? Если минус, это значит направление неправильно, не угадали направление, и значит у нас надо это направление изменить. Так, мне тут просто... Значит, надо изменить направление. А раз нужно изменить, значит, мы вот так можем зачеркнуть и перенаправить. И это вот перенаправление будет правильнее. Будет правильнее, если мы сделаем это перенаправление. Мы так его не потеряем и не забудем. Вот это самая главная штука, которую, наверное, стоит помнить. Если минус, значит, не угадали направление, значит, просто поменяем направление и все. И это будет, ну, меньше ошибок нам даст в результате. Вот. И сейчас, секундочку, поделюсь, спрашивают. Вот. И это нам позволит получить меньше ошибок при расчете. Да и, в общем, это четко видно, что момент пытается... Что вообще делает момент? Момент пытается вот так повернуть балку. Значит, опора здесь будет придавливаться балкой, а отсюда она будет отрываться. Значит, опора здесь тянет, а здесь сопротивляется. Вот и все.
И поэтому поехали дальше. РБ мы нашли. Теперь мы должны взять сумму моментов относительно точки Б. Сумма относительно точки Б. РА опять на L. От РА до этой точки L расстояние. Момент в этой же точке есть. У него нету никаких... Не надо его нажать ни на какого. А это означает, что момент всегда, даже в точке, он поэтому называется сосредоточенный. В этой точке существует. На плечо не умножается. Поэтому мы момент здесь тоже дописываем. Дальше пишем равно нулю. И теперь смотрим. Вот в этой точке держим. РА давим. Вращение происходит по часовой стрелке. Минус. Момент вращает против часовой. Плюс. И здесь мы получаем, что РА равняется разделить на L. Со знаком плюс. Вот здесь я пишу, значит, РА равняется M разделить на L и со знаком плюс. Вот, чтобы вы не путались и не был рисунок слишком много на нем изображено, я просто вытру здесь и перенаправлю. А то, что здесь минус МЛ, я вытер, я про это забыл. После того, как изменил направление РБ. И теперь я уже могу строить эпюры. Да, проверку надо было сделать. А проверка это сумма на вертикальную ось. М на L это РА, минус М на L это РБ. Равняется нулю. Равняется, значит, все хорошо. Значит, опорная реакция правильно. Проверка. Можем продолжить. Опускаем оси Q от X плюс-минус M от X минус-плюс. Это мы уже на автомате рисуем, причем с закрытыми глазами. Это положительные направления поперечных сил, это положительные направления сгибающих моментов. Строить эпюру можно с любой стороны. Можно с этой стороны пойти, можно с этой стороны пойти. Если мы пойдем вот с этой стороны, здесь РБ и момент. Если мы пойдем с этой стороны, у нас будет только РА. Естественно, что делаем там, где проще. X1. Он единственный, но назовем его там. Просто X можем назвать. X изменяется от 0 до y. При этом, смотрите, мы говорили, что сечение мы делаем только там, где что-то поменялось. Вот поменялось, здесь сделали сечение. Дальше ничего не менялось до вот этой точки, а там уже балка перестала существовать. Просто за L балки нет. Поэтому X изменяется от 0 до L. 0 здесь, L здесь. И дальше поехали, пишем. Значит, у нас Q от X. Мы должны записать сюда поперечные силы. Поперечная сила здесь РА. По правилу знака положительная. Поэтому пишем РА. Или М разделить на L. Со знаком плюс. Это поперечная сила. Дальше мы ее можем нарисовать, потому что икса вот здесь нету. Значит, величина не меняется. А значит, просто какой бы x мы ни брали, или L, всегда будет m разделить на L. Поэтому здесь поставили плюс m на L и соединили две точки прямым перпендикулярно. И написали m разделить на L. Следующее, m от x. Мы должны взять, да, я мог нарисовать, конечно, но забыл. Вот это мы называли РА. Вот наше сечение. Вот плечо. Один я уберу. Оно будет лишним в данном случае. Мы берем момент относительно вот этой точки. РА на плечо X. Это и есть этот наш момент. РА на плечо X. Это тот момент, который нашу балку изгибает вот так. Мы говорили, что если балка изгибается вот так, это плюс. Значит,
мы оставляем плюс, не дописываем никаких знаков, можно, конечно, плюс, можно не писать. И, конечно, мы видим, что это прямая линия, потому что и первой степени. Чтобы построить прямую линию, нам надо две точки, поэтому мы берем вот раз, точка, вот два. Поэтому мы пишем m от x равно 0, то есть вместо x сюда 0 подставляем, получаем 0. И m от x равный l мы подставляем ra умножить на l. Давайте подставим. ra на l, ra это у нас m разделить на l, и умножить на l. Что мы получаем? Получаем равно m со знаком плюс. Давайте строить. При x равном нулю получили 0. Мы договорились, что x равен нулю сюда и пошел там l. При x равном нулю 0. При x равном l, m разделить l со знаком плюс. Ой, просто m. m на l умножить на l. Просто m. И соединяем две точки прямой линией. Здесь написали плюс. Перпендикуляры к оси. Линия эпюр закончилась. Мы строили эпюру. Теперь играем, как и раньше. Причем личные силы должен быть здесь. M на L, M на L. Знак плюс, плюс. Идем с этой стороны. M на L, вот это значение. M на L. RB M на L. Сверху вниз сила. Смотрим. Плюс, плюс. Значит, эпюра построена правильно. И на эпюре момент, там, где приложен сосредоточенный момент, будет скачок. Вот это на величину момента. Вот это расстояние m. Здесь сосредоточенный момент. Значит, построение эпюры верное. Вот еще то, что нам надо было по построению эпюры от момента разобраться. Следующее, что нужно сделать, опять же, распределенная нагрузка. Распределенная нагрузка. Ну, мы сейчас и поговорим о том, что это такое, и построим эпюру. Первое. Точно так же рисую, ну, сейчас, чтобы разнообразить, да, я делаю вот. Здесь нарисую шарнирно-подвижную опору, здесь шарнирно-подвижную опору, а здесь нарисую распределенную нагрузку. Распределенная нагрузка — это такая штука, Q называется маленькая. Физически это может быть собственный вес. Давайте посмотрим. Вот мы уже с балкой это все делали. Вот у нас балка. Когда она тоненькая, то, в общем, собственный вес можно не учитывать. Ну, если, например, сила значительно больше, чем вес балки. А если мы положим на эту балку еще одну балку, другую, вес этой второй балки определяется вот этой линией. Вес, вот этот вес разделился на длину. Это и есть вот эта величина. Q единица измерения килоньютоны на метр. То есть вес вот этой балки в килоньютонах разделили на длину, на которой она лежит, и получили вот эту интенсивность. Называется интенсивность распределенной нагрузки. Раз. Что может быть? Два. Собственный вес действительно, да, если я вот поменяю местами вот эти штуки, то когда я положу вот это в виде балки, то у этой балки учитывать собственный вес нельзя, если ее развернуть вот так. Потому что массивный элемент, массивная балка сама по себе будет достаточно тяжелой. И раз она тяжелая, значит ее вес нельзя не учитывать. И вот этот вес распределяется по всей длине балки. Кроме того, есть, например, ветер. Когда ветер дует на какую-то площадь, он распределяется по уже тут не длине, а по площади.
поэтому там интенсивность просто раскладывается. Q получается как давление ветра делить на площадь. Что еще там? Ну да, есть треугольная распределенная нагрузка, это гидростатическое давление, то есть чем глубже, тем больше давления в плотине, например. И ну, это тоже может быть снег, да, какой-нибудь на крыше. Он тоже распределяется в виде определенной нагрузки. Условно, конечно, там понятно, неравномерно, а мы же не можем все, короче, снег тоже условно, например, можно считать как распределенную нагрузку, равномерно распределенную нагрузку. Ну, тоже зависит от конструкции. Если, например, там треугольника набирает, то, конечно, надо в виде треугольника. Но это отдельная история. Треугольная распределенная нагрузка отдельная. Мы сегодня рассматриваем равномерно распределенную, то есть прямоугольник. Вообще, если подумать, то вот на L, вот это Q. Значит, вес вот этой распределенной нагрузки будет Q большой, да? Q маленькая умножить на L. Ну, получается как бы площадь прямоугольника. Это нам понадобится, очень удобно использовать, понимая, что если вот эту стрелочку умножить на эту длину, мы получим вот эту силу Q. И это мы сейчас будем использовать, когда будем делать сечение. Дальше. Если быстро записывать, да, мы вот назовем эту точку А, назовем эту точку Б, делаем так же. Вот наша распределенная нагрузка, вот наша А, вот наша РБ, и вот здесь у нас на пересечении диагонали действует равнодействующий, который мы написали, Q на L. Правда же, да, если я попадаю в центр тяжести, то есть в середину, то я толкаю ровно в эту силу, поэтому у меня и нет вращения, происходит равномерное поступательное движение вверх. Если я не попадаю, то у меня происходит вращение, но нам сейчас это не надо. То есть равнодействующее находится посередине. У прямоугольника середина – это пересечение диагоналей. Вернее, не середина, а центр тяжести. Да? И в прямоугольнике это находится посередине. L пополам, L пополам. Это нам нужно для того, чтобы сейчас записать уравнение. Сумма моментов относительно точки А. Здесь мы берем RB на L. Это первый момент. Вот это же наша балочка. Да? Мы берем сила на плечо. Дальше Q большое. Умножаем на плечо L пополам. И дальше RA на 0, то есть мы его не учитываем. Ставим равно 0. Дальше. В точке А мы держим, ставим на силу RB. Вращая против часовой стрелки, здесь плюс. В точке А мы держим, давим на Q. Вращает по часовой стрелке, здесь минус. Распишем RB на L минус. Вместо Q я подставляю вот это. Q на L. И на L пополам. Равняется 0. Отсюда я вижу, что будет равняться. Q на L и на L пополам перенесли вправо. L пошло в знаменатель. Получили QL на 2. То есть наша RB вот здесь. QL на 2. Логично предположить, что здесь будет QL пополам, но мы все-таки запишем, раз мы уже учимся определять сумму моментов относительно точки, в том числе и реакции учимся определять, значит мы это запишем. И тут мы видим, что RB, сумма моментов относительно точки B, вот точка, вот точка, вот RA умножается на плечо, Q умножается на плечо L пополам. Равняется нулю, потому что RB на 0. И правило знаков, вернее знаки. Здесь в этой точке мы держим, мы относительно момента, давим на RA по часовой, давим на Q против часовой. Все. Видели, что RA тоже равняется QL пополам. Проверка.
Сумма проекта на вертикальную ось это проект. Сумма проекта. И мы смотрим. QL пополам. QL пополам. А это QL. Значит, вниз минус QL пополам. Минус пополам равно нулю. Действительно 0. Значит, по реакции мы нашли правильно. В этот раз я просто Y взял, ось, вниз положительное направление. Поэтому у меня QL получилось с плюсом. А QL пополам и пополам получилось с минусом. Не совпадает с направлением, которую я выбрал. Оси наши, так говорили, издревле. Куда хотим, туда и направляем. Потому что в природе осей не существует. Мы их придумали для того, чтобы использовать в математике. Математике, физике. И теперь, значит, мы, если мы придумали математику по-другому, может быть, и оси бы не понадобились. Но это уже другая история и больше философская, чем к сопротивлению материала имеет отношение. Тут Q от x, вверху плюс, внизу минус, m от x, вверху минус, внизу плюс. Ведь все законы, которые выведены до сих пор, это просто законы, которые наиболее адекватно описывают процессы, которые мы наблюдаем в природе. Но это не значит, что мы все сделали правильно. Вот, так вот. Дальше просто. Мы делаем сечение. Слева или справа в данном случае не играет роли, потому что здесь одна реакция, здесь одна реакция. И распределенная нагрузка, то есть все абсолютно будет. Я слева просто, потому что мне здесь ближе, и все. Здесь я пишу QL пополам. Я не буду писать RA, чтобы сократить время на расстановке. Здесь я напишу, это у меня Q. Вот этот кусочек у меня X. Это все сейчас нам будет убивать. Смотрите, если я раньше брал равнодействующие всей распределенной нагрузки посередине, равнодействующая вот этой распределенной нагрузки будет на пересечении диагоналей кусочка. Вот здесь. И величина этой равнодействующей будет интенсивность на длину, как мы говорили, да, площадь кусочка Q на X. После того, как мы нарисовали вот это, то, что черно нарисована распределенная нагрузка, может нами и не учитываться. Мы ее заменили эквивалентной силой Q на X, там, где она расположена. Это эквивалентно, похоже. Одно похоже на другое, это меняет. Вот в данной схеме, при данных условиях, эквивалентно одно другому. Это не значит, что в жизни так тоже можно выбросить. Не всегда. Вот. Но для построения эпюр вот так можно использовать. Итак, x изменяется от 0 до L. Помните, мы говорили, что в течение так что-то поменялось. Вот что-то поменялось. Появилась распределенная нагрузка, опора, все, тут сделать сечение. Дальше мы идем до следующей опоры, ничего не меняется. Вводим всю длину балки от 0 до L одним сечением. Вот одно. Смотрите, теперь да, сказали, что вот это черное мы не учитываем, вот это учитываем, конечно, как реакцию, а вот эту красную берем. То есть поперечных сил здесь две. Q от X. Поперечная сила здесь QL пополам. Сила номер 1. А сила номер 2 QX. Теперь нам нужно только знаки проставить. Мы идем слева направо, то есть нас интересует только вот эта часть правила знаков. Все силы снизу вверх будут плюсом. Вот эту часть правила знаков мы просто не берем. Вот просто не берем, были. Снизу вверх, сверху вниз. Значит, здесь плюс, здесь минус. Это уравнение прямой линии. Я на прошлом занятии показывал, но еще раз сейчас покажу. Это уравнение типа y равняется b минус ax. Если построить на координатных осях эту
прямую, вот такая какая-то штука. Значит, y при x равном нулю, да, y равняется b. Вот. И вот через эту точку b, и через эту точку мы должны провести линию. Вот вам эта линия. Вниз и вверх, тут, ну, сейчас тут долго, вот может быть так пойдет. Просто сейчас надо подставить два числа и все. Мы это увидим сейчас на нашей вот этой линии. Значит, ставить, чтобы получить, да, чтобы построить прямую линию, нужно две точки. Через две точки можно провести только одну прямую линию. Это уже в геометрии нас заставили когда-то зазубрить. При x равном 0 вместо x 0 получаем QL пополам. При x равном L вместо x L поставляем QL надо минус QL. Получаем минус QL надо. Две точки у нас есть. Первая точка QL пополам с плюсом. Вторая точка QL пополам с минусом. X равен нулю здесь. X равен L здесь. Поэтому я так и отложил. При x равном L у меня получился минус. При x равном нулю я получил плюс. Теперь эти точки я должен соединить прямой линией. Если мы это сделаем правильно, мы видим, что вот тут пересечение с осью. И это пересечение с осью для нас будет очень важное. И причем всегда. Поэтому как только мы увидели, что линия поперечной пересекает ось, мы сразу отмечаем точку и перпендикуляр на эпюру моментов. И мы сейчас увидим почему. Дальше. M от x. M от x я должен дать силу 1 и силу 2 умножить на плечо. 1 QL пополам умножается на плечо. Смотрим, от QL пополам до точки, в которой мы провели сечение, вот до этой точки. У нас расстояние x. Поэтому QL пополам умножаем на x. Дальше. Вот эта сила умножается на вот это плечо. А это плечо x пополам. Ну ведь посередине прямоугольника находится пересечение диагонали. Поэтому мы и пишем x пополам. То есть от qx до от сила qx плечо x пополам. Дальше. Смотрим на то, как сгибают наш кусочек, вот этот, эти две силы. Держим здесь, ставим на QL пополам. Балка сгибается вверх. Вверх. Мы говорим, что если балка вот так изгибается, то это плюс. Здесь плюс. А давим на QX, сюда надавили, то балка изгибается вниз. Это будет минус. А дальше мы должны построить эту линию. Причем мы видим, что вот это, уже места мало осталось, поэтому я здесь вытру еще и напишу по-другому. Q на x и на x умножить это qx в квадрате. Здесь напишу qx в квадрате на 2. Y равняется ax квадрат плюс bx. Это парабола. Расстояние там. Ну, смысл вот в этом. То при x равном нулю тут 0. И дальше вот наша парабола имеет две стороны. Вот тут и тут. Мы должны построить параболу. Чтобы построить параболу, как видно из этого рисунка, нужно бы три точки иметь. И мы увидим, почему это нужно бы, очень важно. Сейчас мы это увидим. И сначала возьмем две точки, как и раньше, 0 и L. Давайте поставим m от x равное нулю. Вот сюда вместо x 0 подставили. Получаем 0. m от x равный L. Вот сюда вместо x L подставляем. И смотрите, что получается. QL на L и пополам. Минус QL в квадрате на 2. Что у нас выходит? Это QL в квадрате на 2 и это QL в квадрате на 2. Получаем 0. А раз 0,
Значит, это две точки. При x равно 0, 0. При x равно L, 0. Так что, балка не сгибается. Максимальный момент у нас 0? Нет. Вот как раз то, о чем мы говорили. Вот здесь нужно взять третье значение. И вот эта важная точка для нас будет, мы ее называем экстремум. Ну, ведь это в школе, также мы проходили, вот это перегиб вот этой, где вот у нас 0. Функция терпит экстремум. Сначала у нее угол наклона, то есть производная, один имеет знак, потом угол наклона, то есть производная имеет другой знак. То есть вы смотрите, если возьму, проведу касательную в любой точке, к горизонтали здесь угол вот поворота против часовой стрелки. А если я здесь касательную проведу и к горизонтали возьму угол, то здесь угол поворота по часовой стрелке. То есть знак плюс и минус четко различаются. А здесь угол наклона равен нулю. Линия горизонтальная, касательную проводим, совпадает с осью x, то есть параллельно, а это означает, что угол наклона 0. И это как раз нам нужно, когда мы будем знать, что dm по dx равняется q. То есть, если взять производную от функции момента, это будет поперечная сила. Там, где поперечная сила 0, вот эта точка, здесь поперечная сила 0, там на эпюре моментов будет экстремум. Пишут экстремум. Вдоль вот этой линии можно сказать. Экстремум. Мы поэтому сразу ее перпунктировали, опустили, потому что этот экстремум нужно найти обязательно. Итак, мы сказали, что вот здесь поперечная сила имеет вот такое значение. Вот здесь поперечная сила вот такое, вот такое, вот такое, а здесь поперечная сила 0. Дальше здесь поперечная сила уже отрицательная, все больше и больше и больше. А здесь поперечная сила 0. То есть вот поперечная сила вот здесь равна 0. Вот здесь равна 0. То есть я это вот напишу здесь. Поперечная сила в этой точке равна 0. Значит, QL пополам минус QX в этой точке равно 0. Это точка экстремума. То есть x в точке экстремума нам нужно найти x, при котором возникает этот экстремум. X экстремума перенесли QL на 2, разделили на Q и получили L пополам. Ну, из этого треугольника хорошо видно, что L пополам-то будет. Тут вопросов у нас не возникает. А вот вопрос возникнет тогда, когда здесь будут разные значения. И мы сейчас увидим, что вот здесь будет как раз то максимальное значение момента, которое для нас и важно. Вот смотрите, поставим x равное L пополам. Вот в это уравнение вместо x мы поставим по L пополам. QL на 2 на L пополам. Минус QL пополам в квадрате разделить на 2. Вот и уже это пропало с экрана. Вот так мы получили. И теперь сейчас голова у кого-то закружится. О! Да, я сейчас тут напишу и потом вернемся к нормальному положению. Просто чтобы уже здесь посчитать. Здесь, в общем, на самом деле, экстремум получается... Сюда я перенесу, да и все. И здесь экстремум получается от x равное L пополам. Мы получаем QL в квадрате на 8. Вот это значение будет QL в квадрате на 8. И, ну, если вы можете проверить, и вы увидите, что дальше досчитать.
тут QL в квадрате на 4, а здесь QL в квадрате на 8. QL в квадрате на 4 минус QL в квадрате на 8, получается QL в квадрате на 8. И теперь, вот смотрите, мы теперь должны здесь поставить штрих горизонтальный и нарисовать здесь параболу. Дальше поставить знак плюс, потому что это все с положительной стороны нашей балки находится. И на этом мы закончили построение пюр. Причем, смотрите, здесь нету сосредоточенных сил посередине, поэтому нету скачков. Здесь есть опорная реакция на ее величину скачок. Здесь есть опорная реакция на ее величину скачок. Здесь из нуля вышло, в ноль пришло, гладенькая линия. Нет сосредоточенных моментов. И теперь еще раз акцентируем внимание. Вот эта линия, которая говорит вот это каждое значение, вот это каждое значение, это угол поворота вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь угол поворота 0. Вот здесь он стал с другим знаком. Видите, стал минус. И стал с другим знаком. Здесь он был плюсом, здесь он стал со знаком минус. Вот это и это связано с вот этим. Потому что мы писали dm dx равняется q. Это дифференциальное уравнение изгибающего метода. Там дальше мы перейдем еще к изогнутой оси балки, потому что, в общем, вторая производная от момента, и это есть прогиб. Вот. Но то уже, опять же, вернее, вторая производная от прогиба есть момент. Вторая производная, да. Вот. Зачем нам все это нужно? Зачем нам нужен всегда максимальный изгибающий момент? И если бы мы не знали про существование экстрема, мы бы не смогли посчитать эту балку. А так мы молодцы. На этом мы закончили на сегодня. К сожалению, затянулось время из-за того, что было плохо с трансляцией в начале. Но после того, как мы все-таки настояли на том, чтобы трансляция таки состоялась, нам все удалось. Вот, спасибо за ваше терпение. Теперь жду вопросов. Если они есть, буду рад ответить на вопросы. Конечно, у нас есть задержка по времени, поэтому, естественно, я посижу, подожду и посмотрим, если есть вопросы. Ну, пока вопросы там еще не дошли, я расскажу о себе, да. Пожалуйста. Я отправлял уже в чат, еще раз сейчас сделаю. Веду проект, который называется «Сопромат – это легко». Веду я не только сопромат, но и строительную механику. Занимаюсь этим уже очень давно, с 2001 года. Преподавал в ВУЗе, но в 2012 году я закончил преподавать в ВУЗе и решил, благодаря там обстоятельствам и товарищам, начать преподавать в онлайне. Это мне очень понравилось. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Вот. И поэтому, если у вас есть вопросы, я занимаюсь репетиторством. Те вопросы, которые не попадают в бесплатные вебинары, я рассматриваю на занятиях. Ближе к сессии, сейчас это, я думаю, не будет актуально. Я планирую проводить какие-то занятия по отдельным темам групповые, а сейчас я провожу отдельные индивидуальные занятия. Отдельные индивидуальные занятия. Так что вот сайт в чате, спрашивайте, обращайтесь, там есть и контакты, как со мной связаться, и есть
Есть некоторые уроки, которые я рассмотрел отдельно специально для вас, бесплатно. Пользуйтесь. Ну, судя по всему, вопросов нет. В чате вопросов не вижу. Надеюсь, что-то мне показывает YouTube вообще какое-то большое отставание. Там еще силу. Да, пожалуйста, Олег, я буду рад был вас всех видеть. Подписывайтесь на канал, следите за вебинарами. На следующем занятии мы рассматриваем балку, у которой будет несколько участков. По большому счету могу рассмотреть присланные вами. Одну из, если их будет много, значит придется устроить какую-то лотерею, вот, чтобы выбрать одну из присланных. Но там должно быть не меньше 3 участков, чтобы мы... Нет, Эльбрус, это был расчет для прочности. И до прочности мы еще не дошли. Мы в следующем занятии посмотрим балку, у которой будет несколько опор, несколько участков. И уже для нее мы подберем сечение. Мы возьмем сечение, например, двутавровое. Мы возьмем сечение, например, деревянное, двутавровое, в смысле металл, да, деревянное круглое, деревянное прямоугольное. То есть вот попробуем, не попробуем, а подберем для таких балок сечение. Вот. Это будет как раз конец, расчет на прочность. Расчет на жесткость, к сожалению, требует не только построения эпюр, но и умения перемножать эти эпюры. Это, ну, как бы нельзя сразу, да, мы еще не научились строить, чтобы их еще уже начать перемножать. Это все должно быть последовательно. Невозможно перепрыгнуть с одного на другое. По крайней мере, я так не делаю. Если это не требуется, ну, то есть, если кто-то не спрашивает конкретно, а как считать методом Верещагина. Кстати, на канале есть расчет балки с помощью, расчет прогиба с помощью метода Верещагина. Сейчас я брошу опять же в чат. Если это будет, ну, не очень долго, к сожалению, я затянул, да, и я понимаю, что у вас расчет балки сейчас загружается. Секундочку. Что там еще у нас, может, есть какие вопросы другие? А метод Верещагина я просто брошу сейчас в чат. Пожалуйста, Игорь, я рад, что вы были с нами. Так. Для того, чтобы рассчитывать балку на жесткость, нам нужно сначала научиться определять прогиб. Прогиб определяется с помощью многих методов, начиная от интегрирования дифференциального уравнения, заканчивая самым простым способом — это взять справочник и в справочнике найти значения для стандартных балок прогибов, а потом их сравнить с допустимым прогибом. Обычно там прогиб допустимый — это там, ну, для строительных конструкций L на 400, L на 600, да, вот там в зависимости. То есть берем L, делим на 400 или на 600, и вот это и есть наш допустимый прогиб, ну, чтобы жесткость была достаточная. То есть взяли, нашли какой есть, сравнили с L на 400 или L на 600 и сказали, ага, проходит, то есть меньше, да, или нет, больше, значит надо брать другой двутавр или там, ну, короче, другое сечение. Так, видео. Вот это есть расчет на жесткость. Но, опять же, это все хорошо, когда у нас балка стандартная, и мы можем прогиб найти в справочнике. Если прогиб в справочнике мы не нашли, значит нам нужно
пользоваться какими-то другими методами, а там, допустим, метод Верещагина, самый простой для определения в точке. Для того, чтобы все-таки исследовать, где будет самый большой прогиб, иногда строят эпюру, эпюру прогибов. То есть берут, интегрируют дифференциальное уравнение прогибов, изогнутой оси балки находят линию прогибов и уже исследуя ее, находят, где будет максимум в данной балке. И уже этот максимум сравнивают опять же с L на 400 или L на 600. Да? Вот такой подход. Метод сил, и вот он, метод Верещагина, уже практически нашел. О. Теперь главное, чтобы у нас не дернулся экран. И так. Вот он в чате. Отлично. Раз вы поняли, Эльбрус, я очень рад. Ну, все, наверное, да? Больше вопросов не написано. Значит, на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, до свидания, удачи. Жду следующую среду в то же самое время.